Привет, друзья! Вы на канале Готовим с Катрусей. Сегодня готовим одно из самых любимых и душевных блюд – домашние вареники с нежным творогом. Секрет идеального вареника прост. Начинка должна быть сочной, а тесто тонким, но прочным. Сегодня мы приготовим самое правильное классическое тесто. Поверьте, эластичное тесто – это 80% успеха вареника. С ним лепить одно удовольствие. И ни один вареник не расклеится в кастрюле. Включайте звук погромче. Мы начинаем! Для приготовления вареников нам понадобится мука, яйцо, водичка, соль, растительное масло. Для начинки у нас будет творог и 2 яйца. Итак, приступим. Для начала нам надо просеять муку. В просеянной муке делаем вот такое вот углубление. Будем заливать туда водичку. Водичку я подсаливаю, буквально пол чайной ложечки. Хорошо размешиваем и добавляем муку. Водичку будем добавлять постепенно, не сразу. И сюда же отправляем 1 яйцо. И начинаем замешивать. Теперь будем добавлять водичку и муку ручкой подбирать. Вливаем сюда чуть-чуть масла, приблизительно столовую ложку, и продолжаем замешивать. Сначала все замешиваем в миске, а когда тесто соберется в комочек, мы будем его продолжать замешивать на столе. Отбираем все крошки, которые у нас остались в миске. И вот такой комочек уже получается. Теперь переходим к замешиванию на столе. Коврик подпыляем слегка мукой и продолжаем замешивание. Тут придется чуть-чуть потрудиться, замешивать будем где-то 5-7 минут. Будем смотреть по консистенции нашего теста. Сначала тесто может казаться тугим, но по мере помешивания оно станет эластичным и упругим. Вымешивать тесто я закончила. В итоге у нас получилось вот такое прекрасное эластичное тесто. Для того, чтобы с ним было легче работать и клейковина разошлась, мы его отправляем на полчаса в мешочек и отставляем пока в сторону. А теперь, друзья, начинка. Для начинки я беру творог, яйца и соль. Сегодня у меня будет начинка подсоленная. Открываем творожок, отправляем его в миску. У меня сегодня творог 5%. Хорошо взять творог 9%, но если у вас творог с большими крупинками, его надо хорошо размять вилочкой. У меня творог мелкозернистый. Чтобы начинка у нас не расплывалась, я буду использовать только желточки. Мы отделяем желтки от белков и добавляем начинку. Подсаливаем творог. Я добавляю пол чайной ложки соли. Все это хорошо перемешиваем. Отправляем начинку на полчаса в холодильник и будем готовить вареники. Итак, друзья, наше тесто отдохнуло. Вот оно у нас такое красивое. Сейчас я чуть-чуть буду его подмешивать. Буквально чуть-чуть. Оно так хорошо у нас расстоялось. Смотрите, какое оно у нас мягенькое, хорошее. Делим тесто приблизительно на 4 части. Скатываем такие вот колобочки. Берем одну часть, мы будем с ней работать, а остальные пока спрячем и отставим в сторону. Берем одну часть, раскатываем вот такую вот колбаску. И будем тесто делить на части. Вот какое оно у нас эластичное. Теперь начинаем нарезать на порционные кусочки наше тесто. Вот такими вот у нас будут наши варенички. Приблизительно вот такие вот куски. Теперь берем каждый кусочек, муку, доску подпыляем мукой. Будем сюда складывать тесто для наших вареничков. Вот таким вот образом поступаем со всеми кусочками. Чуть-чуть растягиваем их ручками, чтобы дальше было удобно с ними работать скалкой. Каждый кусочек берем и раскатываем скалкой. Слегка припыляем мукой. Можно кружочки вырезать стаканом. Но в нашей семье готовили именно так. Я готовлю так, как готовила моя мама когда-то. Будем наполнять эти кусочки, класть тесто начинку. Вот начинки приблизительно столько. Неполную чайную ложечку. Отправляем тесто и начинаем защипывать. Посерединке сначала, потом с краев. Так хорошо прижимаем, чтобы тесто у нас потом при варке не выползало. Так делаем все варенички. Хорошенечко защипываем. Нужно опускать пальчики в муку. Вот так. Сегодня сделаем
Сделаем еще один вариант. Вырежем кружочки из теста стакана. Берем второй кусочек теста и раскатываем его тонко. Раскатываем где-то толщиной 2 миллиметра. Раскатали тесто в такой вот круг до такого вот состояния. Вот какое оно у нас хорошее, эластичное. Посмотрите, как оно тянется, как с ним легко работать. Очень приятно. Берем такой вот стаканчик, бокальчик и будем вырезать кружочки. Остатки теста мы убираем, кладем в мешочек, оно нам позже понадобится. И вот такие вот у нас получились кружочки красивые. Будем класть начинку. Если вы располагаете временем, можно сделать вот такую вот красоту. Вот так вот заворачиваем тесто сюда. И у нас получается вот такой вот красивый фигурный вареничек. Вот такой. Ну, на это, конечно, надо время. Дорогие друзья, с этапом лепки мы закончили. Вот такой вот у нас прекрасный результат получился. 2 вида вареников. Вот такие и приготовлены тем способом, которым готовила моя мама. А сейчас мы приступаем к следующему этапу. Этапу варки. Ставим на плиту кастрюлю, включаем ее на максимальную температуру и ждем, пока водичка закипит. Водичку мы подсаливаем. Так как вареники у нас соленые, я подсаливаю водичку хорошо. Ну, а вы сделаете так, как нравится вам, по вашему вкусу. Завершающий этап. Нам надо сварить наши варенички. Водичка закипела хорошо. Кипит она у нас очень активно. И отправляем варенички в водичку. Обязательно подмешиваем, чтобы вареники не пристали к дну кастрюли. Вот так. Бросаем по одному, аккуратненько отправляем все вареники. Ждем, пока вареники всплывут, и будем варить буквально минуты 3-4. Варенички практически закипели. Сейчас подождем, пока они будут кипеть хорошо. Наши варенички уже хорошо закипели. И теперь мы ставим таймер на 4 минуты. Наши варенички сварились, достаем шумовкой и отправляем в тарелочку с маслом. Такие варенички у нас получились. Вот так вот встряхнуть вареники, чтобы хорошо их перемешать с масличком. Это был у нас второй вариант, когда мы готовили вареники со стаканчиком. Сейчас мы будем отправлять вариться варенички, которые я лепила руками. Опять доводим воду до кипения и будем отправлять вареники в водичку. Водичка закипела, отправляем в воду второй вариант вареников. Кладем в водичку, подмешиваем, все делаем точно так же, как мы делали в первый раз. Ждем, пока вареники всплывут. Аккуратно их перемешиваем. Прикрываем крышечкой. Далеко не отходим, чтобы увидеть, когда варенички закипят. Наши варенички уже закипели. Еще раз перемешиваем хорошо. И ставим таймер на 4 минуты. Достаем эту красоту. Смотрите, какие они красивые. И в эту красоту добавляем хороший кусок сливочного масла. Горячие вареники очень хорошо впитывают масло, становятся красивыми, глянцевыми. Перемешиваем вот так, просто встряхиваем. Это же просто чистый кайф. Тонкое, тающее во рту тесто и нежная начинка – это вкус истинного домашнего тепла. Как это вкусно! Тесто нежное, тоненькое, начинка сочная. Добавляем сметанку. Это просто божественно. Я попробовала варенички, приготовленные по рецепту мамы, и которые я лепила новым способом. Практически разницы я не вижу. Вареники очень нежные, вкусные и сочные. Друзья, если вам понравился этот рецепт, поддержите канал лайком и подпиской. С вами была Катруся. Все пограммовки рецепта будут внизу под видео. Готовьте с удовольствием.